Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на мой канал Дом и сад Александра. Я рада вас всех снова видеть в новом году. Это видео я решила опубликовать спустя некоторое время, хотя оно было снято в прошлом сезоне, но я надеюсь, будет для вас полезным именно сейчас, когда каждый садовод и огородник стоит перед тяжелым выбором, какие же самые урожайные и самые вкусные сорта или гибриды томатов стоит посадить в 2025 году. Здесь вы найдете мои впечатления от дегустации томатов, выращенных мной в прошлом сезоне. Я поделюсь своими выводами о вкусовых качествах помидорчиков, которые выращивала из семян и в теплице, и в открытом грунте. Кстати, на моем канале есть целая серия видео о том, какие томаты буду выращивать в этом сезоне, где я подробно рассказываю о достоинствах и недостатках того или иного сорта или гибрида, выращенного на грядке в прошлом сезоне. Все ссылки вы найдете в описании к этому видео. Ну а теперь приступим к дегустации. Кстати, с удовольствием вместе с вами вспомню о своих впечатлениях от полученного урожая. Приятного просмотра! Так, еще раз напомню. Это томат Мануса. Это томат Пеканет. Это томат Бенигара. Это томат Конго. Здесь у меня Ралли. Это Big Orange или Orange Plus. Это Pink Crystal. Здесь коктейльные томаты Несси. Кстати, сейчас коктейльный томат очень популярен. Здесь у нас, сейчас положу даже, чтобы было видно, как он выглядит. Здесь у нас томат Солероса. Это томат, разверну сейчас. Это томат Pink Sweetness. Красавец, просто красавец. Здесь Молдова. И тут еще Ямамото и томат Сарра. То, что вырастила в этом году. Но это еще не весь ассортимент. Это то, что я вам просто хотела сейчас показать. А теперь это все будем кушать. Нарезала я, конечно, прилично. Все пойдет в салаты, в икру. Теперь будем пробовать. Начнем дегустации. Я уже понарезала. Сейчас еще продегустирую. Ну, не знаю, как вы. Я томаты люблю. Но люблю томаты сладкие. Поэтому начнем сначала с тех, которые не особо сладкие, чтобы оставить удовольствие в конце процесса. На конец процесса. Ну, из тех, кто не особо сладкий, это вот такие вот, как Пеканет. Ну, такой сладенький, в меру хрустящий, плотная такая кожура. Так, следующий. Возьмем уже по очереди, чтобы не путаться. Попробуем Манусу. Манусу пробуем. Более мягкий томат. Но он менее сладкий, чем, я бы сказала, Пеканет более сладкий. Но этот более мягкий. Так, следующий. Сейчас наемся. Это Бенигара. Скажу, в нем есть вкус дыни. Любите дыню? Это Бенигара. Так, следующий. Плотная такая текстура, но очень много сока. Конго более мягкий, но менее сладкий, чем Бенигара.
Такой, ну вот похож на нашу традиционную сливку. Так, следующий. А то увлеклась. Теперь будет. Теперь ралли. Ну вот он даже слащавый, я бы сказала. Как по мне, такой, знаете, слащаво-сочный помидор. Так, теперь попробуем. Это у нас Big Orange. Тоже на вкус имеет такие нотки тыквы. Сладенький, хороший помидорчик. Напоминает бенигара. Ну, по цвету еще и оранжевенький. Так, теперь у нас... Это у нас Pink Crystal французской компании Close. Сладенький, хороший помидор. Такой плотный и одновременно сочный. Так, мой любимчик Несси. Обожаю его. Не томат, а мед. Очень вкусный. Теперь Сара. Знаете, как бабушкины томаты. Такой мягкий. Конечно, транспортироваться он будет сложновато с ним. Мягкий, сочный, мощный томат. Но в сравнении Несси он не сладкий. Несси намного слаще. Намного. Так, теперь возьмем Ямамото. Я уже наелась. Среди желтых томатов, наверное, он самый сочный. Да. И мякиш у него такой, знаете, податливый. Не жесткий, а такой мягкий. Ну, это свойство томатов биф. То есть больших мясистых томатов, когда у них вот внутренняя часть такая довольно мягкая, приятная. Хороший томат, хороший. Это Молдова. Тоже мягкий, похожий на Ямамото, но менее сладкий. Такой прям. Ну, я вам хочу сказать, что вот томаты голландских компаний, они не такие сладкие, как французские томаты. И японские томаты тоже сладкие, вот как французские. Даже, мне кажется, даже немного более слаще. Так, следующий еще у меня тут 2 экземпляра осталось. Это у нас Pink Sweetness. Ну вот он похож на Ямамото. Он как бы и должен быть сладким, но в нем сладости особо нет. Так, и теперь остаточек махонький солероса. Ну, что-то среднее между розовым и желтым по сладости. То есть где-то он занимает такую промежуточную нишу. Все, наелась. И напилась. Ну что ж, подведем итоги. Среди всех, которые я перепробовала, особо сладкие это Несси, самый сладкий. Затем Big Orange, сладкий. Ралли, немножко приторно сладкий. Пеканет, тоже сладкий. Затем менее сладкие, но сладкие Конго, Бенигара, Сара и Ямамото. Ну и дальше такие вот нейтральные томаты, да, нейтральные по вкусу, я бы сказала. Это
Солероса, Pink Sweetness, Малдо, Мануса. Ну, ага, и вот здесь еще. И Pink Crystal. И вот они такие менее сладкие, более нейтральные томаты. Что касается консистенции, самые мягкие томаты, самые приятные вот по вкусу, именно по консистенции, да, вот если вы кушаете, томат так поддается как бы воздействию механическому, то это томаты Ямамото, очень вкусный мякиш, Сара, очень вкусный мякиш. Теперь Pink Sweetness, тоже очень вкусный мякиш. И Нести. Это те томатики, в которых практически не выражена вот эта система крепления, в которых всю поверхность, если рассматривать, то это представлена мышечная ткань, так называемая, или мякиш. Ну, собственно говоря, и все, что хотела сегодня вам рассказать. Заодно и позавтракала с вами. Надеюсь, что я помогла вам расширить ассортимент или в будущем, или даже в этом году. Еще хочу порекомендовать прямо сегодня посмотреть, что предлагают фирмы, которые продают семена. Сейчас идут такие большие акционные как бы распродажи. Остались семена, которые были не проданы весной, зимой, и они сейчас их немного уценяют и продают. Поэтому если у вас есть и денежная возможность, и время для этого, попробуйте сегодня, завтра, там, на этой неделе посмотреть и выбрать для себя семена томата уже на следующий посадочный сезон. Еще хочу поблагодарить вас за поддержку канала, за то, что вы разговариваете со мной хотя бы вот так в виде комментариев. Я вам за это особо признательна. Благодаря таким комментариям, обращениям мы как бы общаемся более предметно, то есть рассматриваем какие-то важные вопросы, какие-то спорные моменты обсуждаем, узнаем друг друга лучше. Спасибо, спасибо. Я очень рада, что у нас есть вот такое общение, хотя и в письменном виде. Ну, а на этом у меня все. Надеюсь, что обзор будет для вас полезным. Надеюсь, что подпишитесь, если не подписались, если впервые на моем канале. Ну и не пожалейте этот лайк, который сегодня как бы делает судьбу канала. Хотя это, конечно, смешно, но делает. И если что-то вас заинтересовало или что-то вызвало какую-то ответную реакцию, напишите об этом в комментариях. Мне будет интересно, и я готова с вами пообщаться не через экран, а вот в таком виде, в виде переписки. Еще раз хочу всех поблагодарить и попрощаться. До скорой встречи. Пока-пока.